Здравствуйте, друзья! Ядерная бомбардировка Тартарии. Еще в советские времена группой военных ученых под руководством генерала Моисеева были обнаружены следы применения ядерного оружия на территории Сибири в те времена, когда ядерное оружие еще не было изобретено нашей цивилизацией. Неудивительно, что все результаты этой экспедиции сразу же тщательно засекретили, а с ее участников взяли подписку о неразглашении. Почему же это открытие постарались от нас скрыть, и оно так и не всплыло, даже когда через несколько лет перестал существовать СССР? Да потому что оно грозило обрушить план тотальной фальсификации истории, который на протяжении нескольких столетий осуществлялся на Земле под руководством Ватикана и его слуг. А Ватикан на самом деле является отнюдь не центром католицизма. Свою подлинную личину он тщательно скрывает. Насколько важным для кромешников было сохранить это открытие в тайне, показывает тот факт, что в течение всего нескольких лет все участники этой экспедиции, за исключением уехавшего в то время на запад Шемшука, погибли при довольно странных обстоятельствах. Обо всем этом упоминает в своих книгах российский путешественник, биолог, антрополог Сидоров. Сейчас эта информация уже известна многим, и некоторые из альтернативных исследователей истории даже считают, что эта ядерная бомбардировка произошла в середине 19 столетия, и именно она спровоцировала тот самый глобальный катаклизм, который и засыпал впоследствии первые этажи зданий по всей Земле. Однако существует и другая версия, которая говорит нам о том, что точечные ядерные удары наносились по городам Тартарии негуманоидными хозяевами Ватикана на несколько столетий раньше. Вот, например, что можно прочесть об этом в книге Сидорова «Наследие белых богов», где он описывает такой свой диалог с представителями цивилизации белых богов. В Ватикане поняли, если ведическую конфедерацию сибирских княжеств не уничтожить, то рано или поздно она снова наберет силу и еще раз попытается нанести удар по библейскому проекту силой своего оружия. По этой причине до конца XVI века по всей Европе шли разговоры о новом тартарском нашествии. Страны Европы несколько веков жили в ожидании чего-то ужасного, что непременно должно явиться с востока. Но вдруг в конце XVI века странным образом все разговоры о злобных тартарах разом стихли. Это произошло далеко не случайно. Вопрос, почему так резко изменилось мнение о Северной империи, почему с конца XVI века в Европе ее перестали бояться? Ответ прост. Потому что по конфедерации сибирских княжеств был нанесен смертельный удар. Кто его мог нанести, вырвалось у меня. Неужели лунатики? Вот именно лунатики, точнее твои закадычные друзья пучеглазые, причем ты попал в точку. Удар был нанесен с Луны. Ты должен понимать, кто стоит за либерально-демократическим оболваниванием вашего брата. Не секрет, что темное жречество. Такем, Шумер и Халдея их детище, как и Ватикан. Понятно, что свой проект эти твари всегда защищали и по возможности будут защищать. Им нужна ваша планета, поэтому все, что мешает ее приобретению, всегда будет безжалостно уничтожаться. Тогда, в 1557 году, это как раз и произошло. Что именно? Точечные термоядерные удары по всем крупным городам и селам Тартарии. Они что, с ума сошли? Нисколько. Все было сделано сознанием дела, тем более у пучеглазых в этом плане был кое-какой опыт. Помнишь харабскую цивилизацию Индии? Ее когда-то построили пришедшие с островов Тихого океана Данавы в 4 тысячелетии до нашей эры. Она была стерта в порошок точно такими же ядерными ударами. Если учесть, что большинство городов Скифии были построены из дерева, то представь, что от них осталось. Практически ничего. Нет, кое-что уцелело, подал голос чердынцев. Их многоярусные подземелья, которые были построены еще арианами, и пирамиды. Да, пирамиды, согласился Ирун, они и сейчас стоят, поросшие лесом, высокие и вечные. Но пирамиды тоже арианской постройки, а не бореальской. Заметь, когда был нанесен ядерный удар по Тартарии? Сразу после взятия московским царем Иваном Васильевичем и Казани, и Астрахани. Двух мусульманских ханств, которые отделяли полуведическую Русь от ведической Тартарии. Казалось бы, что еще надо? Мусульманский барьер, разделяющий обе Руси, Русь сибирскую и Русь европейскую, преодолен. Теперь можно снова объединиться, но не тут-то было. Города и столицы Тартарии с зимы 1557 года перестали существовать.
Они выгорели со всем своим многочисленным населением. Тогда нас на Земле еще не было. Если бы мы ситуацию контролировали, такого бы, конечно, не произошло, вздохнул Ерун. И в комнате воцарилась тишина. Сколько же тогда погибло жителей? Прервал я молчание. Миллионы, друг мой, миллионы. На такой вопрос могут ответить только пучеглазые. Эти твари преследовали две цели. С одной стороны, они устранили угрозу зародившейся либерал-демократии. С другой, таким образом, остановили рвущиеся к берегам Балтики армии Московии. Потому что с 1557 по 1570 год на Руси наступило время сплошных неурожаев и голода. Простой народ Московского царства не понимал, что происходит. Знали о гибели Сибирской Руси только царь и его окружение. Сила и масштаб случившегося насмерть перепугала русскую элиту, которой Ватиканом было сказано, что если она будет и дальше противиться диктату Запада, с ней произойдет то же самое. Вот почему часть русского боярства при царе Иване Васильевиче резко приняла сторону врагов Московии. Конечно, всему этому посодействовали масоны и иезуиты, без них такие дела не обходятся. Не только князь Курбский, но и другие бояре, видя, что царь не сломлен и не собирается сдавать Западу свое отечество, бросились к своим друзьям в Польшу и Швецию. Другая часть боярства, управляемая Западом, стала бороться с непокорным царем. Волевой потенциал династии Рюриковичей озадачил папскую курию, и там было решено сменить на Руси династию. Жрецы Ватикана сделали ставку на легко внушаемых и управляемых бояр – Захарьевых, Юрьевых. То, что семья царя Ивана была подло отравлена, ты, я думаю, знаешь. Известно тебе, что и его сын, царь Федор Иванович, тоже был отравлен ядом, а младший Дмитрий при загадочных обстоятельствах заколот ножом. Итак, всяческие беды на нашей земле происходили в последние столетия от Ватикана и его продажных слуг, а его хозяева виновны в гибели миллионов землян, проживавших на территории Тартарии. Все это объясняет нам, кем на самом деле управляется паразитическая, сатанинская западная цивилизация и почему ее представители страдают патологической русофобией. Все они подсознательно чувствуют, что кармическая расплата за все принесенные нам беды будет для них неминуема. Это также объясняет, почему Ватикан всегда благословлял крестовые походы Объединенной Европы вначале против Руси, а потом и против России. Ватикан же стоит из-за тотальной фальсификации нашей подлинной истории, ради которой его слугами и агентами и иезуитами было уничтожено и подменено множество исторических документов. Особенно после того, как власть захватила династия Романовых, чья фамилия ясно указывала на их хозяев. Хотя еще больше древних артефактов сокрыто в многоуровневых подземных хранилищах библиотеки Ватикана, куда простые смертные доступа не имеют. И, конечно, одной из главных задач этой фальсификации было не только выдумывание мифов о якобы короткой истории наших предков и отсутствии у них высокой цивилизации, но и сокрытие любых сведений о Сибирской ведической конфедерации, союзнице Руси, спасшей ее от подготовленного Ватиканом нашествия рыцарей-крестоносцев и даже чуть не погубившей эту резиденцию верховных жрецов темного планетарного эгрегора, которая и является на самом деле Ватикан. Но, конечно, без помощи негуманоидной нелюди, разбомбившей Тартарию, все это Ватикану было не провернуть. Вот только теперь на Земле присутствует и дружественная нам внешняя сила. Потому и паразитический Запад лишен уже действенной помощи извне, и его план установления нового мирового порядка находится под угрозой. Вот какая подоплека лежит и за нынешними событиями на мировой арене и попытками антироссийской русофобской своры и ее продажных слуг в Кремле развалить нашу страну и поработить ее народы, превратив в зомбированных биороботов, рабов гибридной нелюди и прочей нечисти. Но что бы они ни делали в последние годы, а в результате ситуация все равно поворачивается против них же. Потому и время освобождения от паразитических захватчиков и их слуг уже не за горами. Автор статьи Цикрон. Ну вот, ребята, как вам эта статейка, что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Лично я сомневаюсь, что все так и было. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.